Привет, меня зовут Кирилл, и в этом видео мы с вами будем учиться использовать универсальную и распространенную высокочастотную фразу. На русский язык в большинстве случаев она будет переводиться как «должен», но мы не будем использовать модальные глаголы, мы не будем использовать полумодальные глаголы, я сейчас говорю про must и have to, в 5 разных контекстах. Это очень распространенная фраза, в разговорной речи, как говорится, must have. На письме, в более официальной речи, там уже нужно смотреть по обстоятельствам. Я говорю про фразу be supposed to. Для начала краткий брифинг по произношению. Несмотря на то, что здесь есть окончание ed, мы его, собственно, произносить отчетливо не будем. Мы соединяем все это с последующей частицей предлогом to. Supposed to. Supposed to. Также обратите внимание, что я не произношу звук, букву U после S в слове suppose. Supposed to. Supposed to. То есть там звук, вы правильно догадались, наш любимый шва. Очень краткий звук, можно, если хотите, вообще его не произносить. Supposed to. И также очень важное замечание, многие теряют вот этот вот глагол be перед supposed to. Он вам очень нужен, потому что он будет показывать вам время, либо настоящее, либо прошедшее. В каких же контекстах используется эта фраза? Напоминаю, переводить в большинстве случаев будем должен, но с пометкой expected, expectations. То есть должен кому? Спросите вы, я никому ничего не должен. То есть кто-то или что-то ожидает или ожидается. То есть от вас ожидают какой-то определенный паттерн поведения, будь то либо какая-то традиция, либо правило. Давайте, кстати, посмотрим, какие функции. Значит, первое – это customs and traditions. Второе – правила дорожного движения, например, в какой-то стране. Или правила, которым вам нужно следовать в школе, в университете, на работе и так далее. Слухи. То, что вы где-то услышали, например, про какого-то человека. Планы и договоренности. Договорились с кем-то пойти в кино. Ну и прогнозы. Прогнозы на будущее, прогнозы погоды, собственно говоря. И все, что вам кажется произойдет, потому что у вас есть на это какая-то своя инсайдерская информация. Как видите, контекстов очень много. Давайте на каждую вот эту функцию я вам предложу какой-то пример. Rules. Самое первое, что приходит мне на ум, это правило, когда вы садитесь в машину, пристегиваться. Вы должны пристегиваться. You're supposed to wear a seatbelt. You're supposed to wear a seatbelt. Здесь supposed to – это ожидание, expectation, в значении правила. Если мы говорим про какие-то customs, это традиции, культура определенной какой-то страны. You're supposed to bring a small gift. You're supposed to bring a small gift. Ты должен принести какой-то маленький сувенир. Это expectation, в значении predictions, прогнозы. Про погоду можно сказать. И запоминайте универсальная фраза It's supposed to rain tomorrow. Завтра дождь передали. It's supposed to rain. И это совпадает со значением другим hearsay. То есть, когда вы что-то про кого-то или про что-то услышали. Например, She's supposed to be very nice. She's supposed to be very nice. Я слышал, что она очень хороший, добрый человек. Планы или договоренности с кем-то. Вы договорились, что встретите, придете куда-то к определенному назначенному времени. Скажем, 7 часов. We're supposed to be there by 7 sharp. We're supposed to be there by 7 sharp. Нам, как штык, нужно к 7 часам там быть, потому что мы договорились, и it's the right thing to do. Сюда же можно выделить отдельно, это будет в графе manners, традиции, обычаи, это этикет. Представьте себе, вы сидите на званом ужине, и у вас много гостей, большой стол. И вы полезли своей пятерней через весь стол, так сказать, за хлебушком. Ну, потому что кто холодец без хлеба ест? А вам на это host, или человек, который, собственно, организовывает этот ужин, говорит: Людмила Санна, you're not supposed to reach across the table for food. Негоже ручоночками своими через весь стол тянуться. You're not supposed to. Отрицание. Нельзя так делать. Смотрите, как меняется сразу смысл. То есть не должен, а нельзя. Нехорошее это дело, это мувитон. Также по правилам этикета в каких-то культурах может быть принято следующее. You're supposed to hold the door open for the person behind you. Вы должны придержать дверь, чтобы человек сзади идущий
прошел, чтобы она ему в лоб не стукнула. Напомню, что supposed to относится к разговорному регистру. То есть вы можете писать captions к вашим stories в социальных сетях, вы можете писать email, если это casual email, вы можете писать его в смс-ках. Когда у вас есть академическое письмо, официальное письмо или какой-то официальный регистр, это заменяется на другие инструментарии. Have to или must, это может быть не всегда уместно, очень слишком тяжело. And too straightforward. Be supposed to убирает вот эту всю тяжесть, вот эту вот, как говорится, straightforwardness, и помогает keep the conversation going, такое очень light и непринужденно. Для того, чтобы понять, умеете ли вы этим пользоваться, попробуйте написать на бумаге, возьмите тему, например, life event in my country, опишите, выберите какой-нибудь life event в вашей стране, свадьба, к примеру, и какие традиции существуют. What are you supposed to wear? What color is it supposed to be? What are you supposed to eat? What menu is supposed to be? И так далее. И как можно больше напишите себе таких предложений, supposed to, только тогда вы поймете, вообще вы умеете пользоваться этим или нет, потому что просто поглощать информацию и думать, что я это уже знаю, что вы мне тут рассказываете, это мираж. Напоминаю, что у меня есть Telegram и Instagram, handle Kirells_English. Если вам интересны индивидуальные онлайн занятия со мной, в описании под этим видео есть вся информация. Я желаю всем отличной рабочей недели. Пока.